Вот в этом живописном месте на перекрестке решил сделать остановку, чтобы рассказать вам о событиях последних дней. Я Николай Недвораев, путешественник, пилигрим, который прямо сейчас идет из Парижа в Бордо, потом Брест и Лиль. Вот. Может быть, я оператор не от Бога, как говорят, и в словах моих много всяких разных повторов и слов-паразитов, но зато здесь все по-честному. Если честно, вот сбился, сказал, что 16 декабря сегодня, не знаю, может быть 17 на самом деле, да и не важно. Давайте начнем с того, что с после прекрасного дня я пришел в очень хорошем настроении и нашел там вроде как нормальное спальное место. Но, удивительно, ночь выдалась достаточно прохладная, я много ворочался, правда, поспал хорошо, в тепле, но наступило утро, и я заволновался по поводу того, что такими темпами моих двух спальников, а один из них очень старый, еще с первого дня моего первого путешествия, который прошел со мной огонь и воду, я подумал, что будет плохо, когда начнутся настоящие холода. И шел себе, грузился этим, не знал, что делать. Светило солнышко, а вдруг попадается магазин Action. И я на всякий случай захожу туда, мало ли что. И попадается мне там спальник всего лишь за 10 евро. И на радостях я его, конечно же, покупаю. И иду теперь уже дальше по дороге довольный, потому что у меня 3 спальника, и как бы я прекрасно должен проводить свои ночи в тепле и уюте. А на небе выскочили тучки, а я на радость. А дорога широкая, трехполосная, и в какой-то момент там между двух полос еще по центру просто, такая типа ничего не происходит, и я решил пройти по центру, чтобы не мешать движению. И какой-то добрый малый француз вызвал полицейских, и меня буквально через километра-полтора тормозила полиция. Первый раз увидел полицейских. Спросили, кто и что, записали там себе, не знаю, может быть, выставят штраф, пришлют. Но вот такая вот, я веселый и тучи, и так вот до вечера шел. Но ночь выдалась вообще очень теплая и прекрасная, так что спал зашибись, и вчерашняя ночь тоже была замечательная. За вчера меня угостили 3 раза. Сначала там же, где я спал, где я ночевал в том месте, потом по пути где-то через 10 километров угостили меня круассаном и печенюшкой. И вчера в конце маленькой деревни, где я ночевал, там прям начался какой-то праздник невиданной щедрости. Мне сначала притащили конфеток и мандаринок, потом врач принес еще 5 евро, мы с ним сфоткались, сняли видео, а утром он же меня застал, когда я уже собирался, и пригласил помыться, попить чайку. Как видите, я даже успел побриться. Плюс сегодня мне еще попалась хурьма, и оказалось, что на самом деле у меня вот на данный момент до сих пор еще сохранились сникерсы, то ли 1, то ли 2 сникерса еще есть, которые покупал аж где-то там перед Сарини, или перец Сарини я еще покупал, и вот 4 дня у меня хранятся сникерсы, потому что еды хватает. В этом плане все хорошо. Так как у меня теперь 3 спальника, то рюкзак мой стал выглядеть на данный момент так. Куртка защищает, куртку я не ношу, как вы видите, а спальник третий, тот самый old school, я его спрятал в коврике. Коврик круглый, он не пережимается, и все хорошо. Я думаю, даже и накидка от дождя тоже прекрасно эту штуку спрячет. Что касается одежды, иду сейчас вот так, термобелье, потом куртка синяя и кофта зеленая. И таким образом пытаюсь регулировать. Куртка застегивается еще и снизу, есть застежка. Поэтому и регулируется застежка снизу, плюс кофта, застежка куртки сверху, застежка кофты сверху, шапка есть и капюшон, и еще про запас там куртка, так что в плане потения я более-менее постоянно ищу режимы, что-то защелкиваю, что-то снимаю, одеваю, есть еще наушники.
Ну, в общем, как-то потеть стал меньше. Ну, похудел, да, похудел, и поэтому живот мой теперь болтается, как грудь у бабы-яги. Я не знаю, скоро можно будет, наверное, как четвертый спальный мешок использовать. Что еще? До Бордо осталось порядка 240 километров. Так как дали мне 5 евро, и еще, кстати, это тот же врач, он дал мне мой талисманчик, который теперь у меня хранится в отдельном кармане. Вот, и дал он 5 евро, и у меня до сих пор еще больше 50 евро, несмотря на то, что я сегодня купил за 3 евро в барчике, в котором работал с своим ютубом, колу за 3 евро, вот, но все равно еще больше 50, так что все хорошо. Я доволен, это приключение стоит того, конечно. И если хотите похудеть, идите в поход. Если хотите новых впечатлений, идите в поход. Если хотите избавиться от какой-то злости, ненависти, идите в поход. Поход – лекарство от всех болезней.